Меня зовут Андрей Тучков, я SEO проекта Софин. У нас сегодня беседует с нами, у нас в гостях Алексей Тельнов, венчурный инвестор, по совместительству адвайзер нашего проекта. Добрый день. Алексей, для меня первый интересный вопрос. Как вы занялись этой сферой деятельности? Как вы стали венчурным инвестором вообще? Что этому способствовало? Постепенно и не сразу, как это бывает, потому что найти какое-то определение, самоопределение в жизни – это долгий процесс поступательный. Сначала я работал в брокерской компании и всегда искал что-то на стыке финансов, бизнеса, технологий. И 2 года, по-моему, открыл для себя, что есть отрасль, оказывается, таких венчурных инвестиций, где все это совмещается. И дополнительным бонусом было то, что есть возможность общения с интересными людьми, которые строят свой бизнес с определенным уровнем ответственности, соответственно, интеллект, какой-то харизма, это тоже добавило дополнительно очков к этой отрасли. А чуть-чуть про жизненный путь, то есть про фонды, где работали? Я трудился с 2012 года, получается, в фонде IT Capital. Соответственно, это фонд, который имел $100 миллионов под управлением. Мы сделали около 12 сделок в различных секторах технологических интернета. То есть мы начинали как инвесторов лидеров российского рынка, такие компании, как Aviasales, Ticketland, Сиапульт в области онлайн-маркетинга. И постепенно перешли, соответственно, на глобальный рынок. И здесь, в частности, инвестировали в финансовые компании, как TradingView, как биткоин-компания Bitfury. То есть поэтому у нас достаточно обширная была экспертиза, сфера интересов. И таким образом получилось посмотреть и почувствовать, скажем так, очень много индустрий изнутри. И таким образом, соответственно, накопить определенную экспертизу. Сейчас вы больше всего перестраиваетесь в сферу криптовалют, в смысле инвестиций, или все-таки более классические компании? Более классические, но, соответственно, криптоиндустрия как вообще явление всегда являлась сферой интереса некого. Сейчас модно хвастаться то, когда купил первый биткоин или когда что про него узнал. И все, естественно, тяжело проверить, но самое главное, не когда купил, а когда продал. Это более важно. За сколько? За сколько и когда, потому что очень волатильно все. И поэтому, за этой индустрией давно смотрели. Только в 2015 году как раз смогли сделать сделку с Bitfury, потому что не было в этой индустрии каких-то бизнесов с предсказуемой, понятной бизнес-моделью. То есть все равно в основном все было очень такие рискованные истории без какой-то стратегии развития, так или иначе. Поэтому сейчас эта сфера больше, наверное, таких личных интересов, нежели интересов институциональных. Потому что для этого, мне кажется, есть специализированные фонды, которые инвестируют в блокчейн-проекты, в криптовалюту. И так как это такая относительно закрытая отрасль, тусовка, мне кажется, надо на ней фокусироваться и быть только в ней. То есть тяжело совмещать в портфеле разные компании. Мы с вами за кадром обсуждали, что в Америке все жестко зарегулировано, и просто обычный человек, грубо говоря, инвестировать не может. У нас, в принципе, все это достаточно более просто, то есть можно вложиться в какие-то проекты, в криптовалюты, не принципиально. Но вы как порекомендуете, идти напрямую или все-таки идти через какие-то фонды? То есть вложить деньги в фонды профессиональные и, соответственно, так инвестировать? Все-таки тут имеет значение размер вашего чека и благосостояния, потому что в том числе проблема многих фондов венчурных, у которых есть доступ к хорошим проектам, условно, к хорошим базе знаний, это все-таки минимальный размер инвестиций туда. И ритейловым инвесторам, которые хотят инвестировать 10-20 тысяч долларов, все-таки туда попасть фактически невозможно. Поэтому остается возможность только идти напрямую, соответственно, самому изучать рынок, выбирать проекты. В принципе, текущая экономика, криптоэкономика дает такую возможность. Потому что в отличие от площадок для крауд-инвестинга, для краудфандинга, где в основном листятся не совсем
скажем так, привлекательный проект, и в этом главная проблема этой отрасли, что никакой фактически нормальный проект не пойдет собирать деньги таким способом. Вот, в криптоэкономике пока есть из чего выбрать, скажем так, есть куда инвестировать. Ну, сейчас вообще масса проектов с каждым днем добавляется. Да. Ну, и последний вопрос, что вы думаете о нашем проекте? Я думаю, что это проект, который имеет такие преимущества, как, скажем так, блокчейн в своем ДНК, что немаловажно в индустрии сейчас, когда появляется очень много за уши притянутых, скажем так, бизнес-моделей. Безусловно, понятную как бы индустрию, там, peer-to-peer займов, которая там растет огромными темпами, интерес, который растет огромными темпами, и, ну, соответственно, команда, которая имеет экспертизу уже в этой индустрии, может переложить ее на блокчейн. Вот. Ключевые вещи для успеха. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, что приехали к нам.